После выделения зубов наступает этап автоматического совмещения. Программа вот контролирует, закрытый рот или нет, но надо все равно проверять. Тут в данном случае должна быть поставлена галочка "закрытый рот". И в случае, если стоит еще раз галочка "автоматически", то совмещение выполняется автоматически. Используя данные КТ и сканов, проводится совмещение. Оно достаточно точно, его можно проверить вот таким образом. Мы видим, что контуры, видите, совпадают. Вот очень хорошо совпадают, то есть результат весьма-весьма хороший. Конечно, все зависит от того, насколько качественная КТ и насколько точно контуры КТ могут быть определены пользователем. Если не используется автоматический режим совмещения, может быть использован ручной режим совмещения, который мы сейчас и покажем. Режим ручного совмещения может быть использован как с выделенными зубами, так и без выделения зубов. Вы видите, КТ и скан находятся в разных участках виртуального пространства. Нажимаем кнопку совмещения. И теперь нам необходимо задать тот уровень оптической плотности, когда бы мы видели уверенно зубы с более-менее детализацией поверхности, в частности бугров. Ориентируем скан и КТ одинаковым образом по отношению к себе. Может быть зажата вот эта кнопочка, тогда вращение в одном окне будет автоматически вызывать вращение в другом окне, что удобно при постановке точек. Теперь нам необходимо поставить комплекс парных точек, которые соответствуют буграм зубов, например, на КТ и на скане. Это самый удобный способ. Мы находим вот более-менее совпадающие точки и вот так вращаем модель, переводим с одной стороны на другую. После постановки первых трех точек модели совмещаются, но нам этого недостаточно. Нам необходимо поставить точки обязательно с разных сторон по всему периметру модели. Только тогда такое совмещение может быть точным. Вот мы должны так найти эти точки соответствующие, ставим, стараемся не ошибиться в проекции точек. Прямо на самую верхушку бугра нет смысла ставить, потому что можно промахнуться. Мы видим, вот в левом окне совмещение прошло, и мы можем быть более-менее уверены, что это совмещение точное. Нажимаем «Закончить по точкам». И теперь перепроверяем себя, нажимая кнопку «Контроль коррекции совмещения». В этом случае нам появляется вот три окна. В каждом из окон мы можем видеть, насколько контуры скана, это зеленая линия, соответствуют контурам зубов на КТ. И нажав левую кнопку, поставив точку, такую ось вращения, мы, зажав кнопку Ctrl, колесиком вот так пересечение передвигаем и видим, насколько сканы соответствуют контурам зубов. Прошли в одну сторону, вернулись, посмотрели в другую сторону. В других окнах мы видим, как перемещается ось сечения. И вот таким образом мы можем в одном окне посмотреть, потом пройти в другом окне, посмотреть, насколько точно контуры соответствуют друг другу. Если, например, контуры мы видим некое несоответствие в какой-либо из проекций, то мы делаем следующим образом. Ставим точку, потом это будет ось вращения наша, допустим, в этом окне. Переходим на дистальные зубы и, зажав кнопку Shift, и левую кнопку мыши мы двигаем, видите, сканы перемещаются. Мы можем скорректировать положение скана в пространстве, отжали кнопки, зафиксировали это положение. И точно так же в любом из окон мы можем вручную корректировать, проверяя совпадение и несовпадение контуров сканов и КТ. Для того, чтобы лучше увидеть КТ, мы можем вот такой диапазон видимости регулировать. Если нас все устраивает, нажимаем «Применить», и тем самым совмещение состоялось.